весело, конечно, капец. Это что? Помада, которая выглядит как блеск с огромной кучей блесток и при этом еще и киспруф. Не знаю, зачем все блогеры его жрут. ТикТок заставил меня это купить и потратить огромную кучу бабла. Сегодня представляю вам вторую часть проверки самых популярных и хайповых бьюти-продуктов, которые форсятся в ТикТоке и во всех соцсетях. Постоянно вижу на них обзоры, рекламы и, естественно, такой ажиотаж заставил меня все это купить. И если в первой части видео мы обсуждали в основном самые бюджетные продукты, то сейчас помимо бюджетных я купила также достаточно много люксовых и масс-маркет продуктов от известных брендов, о которых говорят просто из каждого утюга, на которые в магазине полный солд-аут, и найти их было действительно сложно. Так что мы сегодня проверим, стоит ли все это покупать и тратить свои деньги, и стоит ли доверять рекламе из ТикТока. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. И сегодня у меня на обзоре самая разрекламированная и популярная сейчас косметика в ТикТок, старые хиты и нашумевшие новинки. Я думаю, насколько все это популярно, вы сейчас сами убедитесь. Сегодня на обзоре вирусная тушь Sky High от Maybelline в оттенке Burgundy Haze, помада Black Honey от Clinique, космический хайлайтер She Glam, пудра Cosmeceutic, очень странный бьюти-блендер, желейные румяна, консилер Essence Камуфляж, отбеливающая фиолетовая паста для зубов, нашумевшая яркая палетка теней от Beauty Bay, помада и бальзам для губ от MAC, необычные помады от Maybelline и Girl Cult, тушь с глиттером и набор для наращивания мишуры в волосы. Короче, я решила пройтись по главным бьюти-трендам по всему миру, но перед тем, как начать, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах YouTube. Начну создавать свой сегодняшний образ наращивания волос, которое я буду делать сама себе дома, не имея вообще никаких парикмахерских навыков. То есть весь мой навык работы с волосами — это прищепить заколку и завязать волосы в хвост. У меня ни разу в жизни не было наращивания, я понятия не имею, как это делается. Короче, навыков в этой сфере у меня просто ноль. Просто кто-то увидел в ТикТоке это видео, а потом еще миллион таких же фото и видео. И походу сейчас это просто везде новый тренд. Я пока не знаю, добрался ли он до России, но у меня в рекомендациях просто куча мастеров по волосам из разных точек мира, которые уже начали делать это наращивание. Так что, если вы работаете с волосами и еще не пробовали такую фишку с мишурой, то берите на вооружение. Мне кажется, сейчас она будет просто везде. Ну, короче, здесь в волосы наращивается какая-то неведомая мишура, и ты ходишь весь такой красивый, прекрасный, с мишурой на башке. По-моему, когда я была в детском саду, у меня был такой парик из дождика. Вот это примерно то же самое, только более сложно. Как говорится, мода циклична, поэтому мы сейчас возвращаем моду на новогодний утренник в детском саду. Ладно, это называется не мишура, а блестящие термонити для волос. И, по-моему, на фотографиях это выглядит, правда, очень эффектно и красиво. Но так как я вообще не разбираюсь в процессе и технологии наращивания, я решила взять набор, потому что в этом наборе есть все необходимые инструменты. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вообще, я видела, что такие штучки с мишурой продаются сразу как тресы на заколках, но я не я, чтобы не усложнить себе жизнь. Так что наращиваем. В наборе как раз есть заколки, чтобы, например, сделать себе тресы. Также есть резиночки и какие-то штучки с отверстиями, типа капсул. Какие-то неведомые петельки, еще вот такие петельки. Ну, короче, как я поняла, тут просто куча разных вариантов, чтобы все эти волосы нарастить. А также в наборе представлена куча различных цветов. У нас здесь есть золотой и голографический серебряный, черный и коричневый, синий и голубой, разноцветный красный и зеленый, а также несколько разных фиолетовых и розовых оттенков. Пожалуй, под свои волосы я возьму голубой, и еще мне понравился вот этот вот серебряный голографический. Думаю, их попробовать как-нибудь смешать между собой. И помимо всего этого набора нам также отдельно понадобятся ножницы и вот такая штука, вроде как это называется плоскогубцы. Просто слабоумие и отвага. Термонити действительно очень тонкие, очень классно переливаются на свету. И в отличие от обычной мишуры, они действительно немного прям походят на волосы. Итак, что я делаю? Я уже смешала два оттенка и беру небольшую прядь. Здесь где-то волосков 8 или 10. И я сразу примерно эту прядь подрезаю, чтобы она была по длине не слишком большой, примерно под свою длину волос. Теперь берем вот эту штучку из пакетика с отверстием. Я делаю пробор. Теперь я просовываю в отверстие все эти мишуринки. Давай, просовывайся. О, пошла, пошла, пошла. И затем завязываю два узелка, чтобы вот эта штучка закрепилась и туда-сюда не ездила. Так, походу на этом этапе у меня уже начались какие-то проблемы. А, как это сложно сделать. Так, нет, я сделала что-то не то. Я просто завязала рандомный узелок. Я молодец. А, я запуталась.
О, один узелок сделан, наконец-то. Осталось сделать второй. Вернее, уже третий, но, извините, с первым мы залажали. Походу, на этом этапе я уже обосралась, потому что очень сложно эти узелки получаются. И опускаю его до конца. Беру небольшую прядку волос, просовываю эту прядку вот в эту петельку. Теперь, я так понимаю, надо подогнать вот эту штучку сюда, придержать ее обязательно у корней пальцем и просунуть мои волосы. Так, это даже не очень больно. Ага. Как видите, за счет вот этого прекрасного приспособления очень легко и просто на мои волосы вот эта штучка закрепилась. И теперь все, что нам остается, это взять плоскогубцы и эту штучку закрыть. И что? И вот эта штучка у меня теперь торчит, как хвостик. Что это такое? Из хороших новостей мишуру действительно видно, и это даже смотрится прикольно. Вот эта штучка, она держится прям очень хорошо на пряди. Я даже пока не понимаю, как я буду ее снимать. И вообще я в полном шоке, то, что у меня это получилось с первого раза. Но не считаю, что вот эта вот хрень у меня теперь торчит. Блин, ну вообще это очень прикольно. Осталось взять ножницы и обрезать лишнее. К сожалению, за счет того, что у меня не очень густые волосы, эту капсулу достаточно сильно видно. Что ж, я нарастила. Выглядит прикольно. Осталось немного это все ножницами подровнять. Где-то я на это наращивание убила час времени, и с каждой стороны у меня по 5 капсул. Как по мне, это выглядит красиво. Что-то в этом есть, это прикольно. Конечно, капсулы заметны прям очень сильно на моих волосах, и это однозначно минус. Я сейчас хочу сделать свою самую обычную укладку, просто сделать гофре, придать волосам объема. И, честно говоря, самое страшное для меня было это именно укладка, потому что сам процесс наращивания еще окей, как-то можно пережить, но укладка может засрать просто все. Потому что есть такая вероятность, что эти нити ни хрена не термо. И если вдруг сейчас окажется, что у меня эти нити расплавятся, то они у меня расплавятся вместе с волосами. Все это вместе потом засохнет, спутается, и мне придется отрезать пряди волос своих, да. О, кстати, все, капсул теперь не видно. Класс, объем решает. Вообще все легко, идеально. Ничего не вываливается. Что ж, получилось очень круто. За эту тему из ТикТока однозначно лайк. Но я пока не понимаю 3 вещи. Во-первых, как я буду снимать это наращивание. Вероятно, придется как-то плоскогубцами это все раскручивать. Еще не знаю, как долго вообще с ними возможно проходить. То есть это такая акция на неделю, или они могут держаться там до месяца. Насколько вообще будет удобно с этими капсулами, например, спать. И как голову мыть, и можно ли с ними вообще голову мыть, я пока тоже не особо понимаю. Так что в своем телеграме спустя какое-то время я расскажу, как я проносила это наращивание. Ну а пока буду наслаждаться тем, что у меня получилось. Надеюсь, конечно, это не навсегда останется на моей голове, но кто знает. И перед макияжем будет еще один бьюти-процесс – это отбеливание зубов. Я увидела в ТикТоке специальную фиолетовую пасту для зубов, которая убирает желтизну и отбеливает их на несколько оттенков. По сути, тут все понятно, потому что эта фиолетовая штука работает примерно так же, как шампунь-нейтрализатор желтизны для блондинок. И этот шампунь как раз тоже фиолетовый. Только если пигмент от этого шампуня как-то впитывается в волос, то что будет с моими зубами, я вообще не представляю. Я заказала вот такую коробочку, на самом деле этих паст достаточно большое количество. Здесь нам обещают отбеливание всего за 15 секунд. Сильное заявление. Удивительно, надеюсь, после такого мои зубы останутся на месте. Потому что стоила эта паста в районе 2 евро, где-то 200 рублей. Хотя тут и объем достаточно маленький, и слава богу. Правда, с другой стороны инструкции говорится, что зубы нужно чистить от 3 до 5 минут. Что-то у меня такое ощущение, что нас уже пытаются обдурить. Что ж, открываем, потому что предварительно нужно встряхнуть продукт. Спасибо хотя бы, что инструкция на английском, а не на китайском. Внутри непривычный нам тюбик зубной пасты, а это вот такой флакончик с дозатором, больше похожий на тональный крем. Паста действительно очень фиолетовая, полупрозрачная и немного пахнет мятой. Вот эта фиолетовая жижа напоминает мне тонику аметист. Кто знает, тот знает. Результат до вы можете увидеть сейчас. Ну, с Богом. Очень много пены, блин. Куда столько пены? Я в шоке, такого результата я не ожидала. Вы просто посмотрите на это.
Нихуя не изменилось. Не, ну по-моему, как был желтый забор, так он и остался. Учитывая, что я аж 2 раза почистила. Может быть, от нее будет результат, если ей пользоваться там на протяжении какого-то времени долгого. Но пока что, как нам обещали результат за 15 секунд, я ничего не вижу. Ну, короче, паста не рабочая. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Ладно, давайте уже наконец приступать к макияжу, потому что для нанесения тона я заказала очень популярную и странную штуку. Она выглядит вот так. Нет, это не то, что многие подумали, это не товар 18+. Это спонж для нанесения макияжа вообще-то. В ТикТоке огромное количество странных видео, где девушки этим спонжем лупят себя по лицу в попытках нанести им на лицо тон. Это силиконовый спонж в виде языка или рыбы или какой-то игрушки 18+. И он изначально от какого-то люксового американского бренда и стоит он 60 баксов. 60 баксов за кусок резины. Естественно, 60 баксов за кусок резины я тратить не стала и заказала в 10 раз дешевле вот такой аналог с Алиэкспресс. И на ощупь это неприятно, и выглядит это неприятно, это просто какая-то ужасная хрень. Пожалуй, вяленько. Вообще, разные силиконовые спонжи начали использовать еще достаточно давно, потому что они не впитывают в себя тон, как обычные губки бьюти-блендеры, и такие спонжи намного проще мыть. Но почему этот спонж такого формата и формы, я пока не особо понимаю. Я никогда не пользовалась силиконовыми спонжами, но здесь я вижу, что к нему прилипли просто все пылинки, шерстинки, крошки и какие-то блестки даже. Учитывая, что я вот буквально только-только достала его из коробки. У спонжа есть 2 стороны, одна гладкая, другая текстурная. И мне кажется, этот спонж более тугой, чем оригинал, потому что как-то они его прям по-разному растягивают. Но вот так вот он делает на славу, да. Но я видела сравнение с другим спонжем в ТикТоке, и все говорят, что этот спонж не намного хуже, то есть он особо не отличается от того, который стоит 60 баксов. Так что меня убедили, что взять паленку будет нормальной идеей. Что ж, попробуем растушевать тон, и буду это делать текстурной стороной. Итак, я взяла матовый тональник от Catrice, и начинается шоу. Как кружиться с гондонами? Весело, конечно, капец. А еще это, кстати, достаточно больно, примерно как будто вам пощечину кто-то дает. Попробую другой стороной нанести, потому что текстурированная сторона оставляет на моей коже такое ощущение, что у меня просто огромное количество черных точек по всему лицу. Короче, пока я таким образом наносила, мой тон на лице уже успел засохнуть. И единственный вариант, что мне с этим тоном делать, это походу идти его смывать и пытаться нанести заново. Это просто пипец. Тон просто, ну зачем это все придумали? Ну короче, вот эта вот штука, я не знаю, как ее назвать. Короче, этот спонж, это просто полная хрень. Может быть, он подходит для каких-то тонов, которые не высыхают на лице. Но с самыми обычными матовыми тонами такая штука вообще не работает. И все поры на моем лице стали в несколько раз заметнее. И я вообще не понимаю, зачем тратить деньги на какой-то сомнительный продукт, когда всегда можно попросить помочь с макияжем парня. Ну, а вот это я куда-нибудь в мусор выкину. Короче, пойду за кадром исправлять свой тон. Теперь я хочу нанести на губы тоже не менее хайповую и пошлую штуку. Это блеск для губ с эффектом плампера от MAC. С прекрасным названием Squirt. Да, у нас сегодня все здесь какое-то 18+. Это тот самый желейный, тающий, увлажняющий блеск. Или бальзам, или плампер для губ. Ну, короче, там очень много разных названий. Которые изначально в формате обычной помады, но при взаимодействии с губами и с теплом становятся жидким и тягучим, таким же, как обычный жидкий блеск. В коллекции достаточно много оттенков, и есть прям особенно интересные, например, черный, белый, коричневый, зеленый. Я очень хотела зеленый, но все же взяла себе на пробу голубой. Просто на этот бальзам была очень большая скидка. Сэкономить лишнюю 1000 рублей, а почему бы и да. И стоит такой блеск обычно 2-3 тысячи. Сам блеск вот в такой небольшой голубой пластиковой упаковке. В принципе, все выглядит норм, но, извините, за такую цену хотелось бы увидеть что-то в плане упаковки поинтереснее. Потому что так, это просто самый обычный, самый дешевый пластик. Помада со звуком щелчков совсем по чуть-чуть выкручивается. Я уже столько ее крутила, она выкрутилась только на миллиметр, но это на самом деле для тающих помад правильное решение. Эту помаду не надо
много выкручивать, как в ТикТоке, наполовину, и потом мазать на губы, когда вот эта вся жижа по губам вот так вот стекает, образуются какие-то огромные комки. Все эти горы растекающейся жижи сделаны только ради хайпа, потому что буквально чуть-чуть на миллиметр эту помаду выдвигаешь, и она сама распределяется по губам. Помада обладает приятным сладким ароматом, имеет вот такой холодный голубой оттенок. Ну что ж, давайте наносить. Так, не успела я нанести, у меня тут уже образовалась какая-то странная штука. Ну ладно, она хотя бы размазывается. Это что? Конечно, действительно прикольно то, что она тает на губах, но вот этот неравномерный, очень странный оттенок выглядит вообще не очень. Помада действительно придает губам холодный ледяной оттенок, как будто бы вы только что вылезли из ледяной проруби. Батя, нормально? Или ширнулись где-нибудь в подворотне. Эффект плампинга ощущается достаточно сильно, причем как снаружи, так и уже внутри рта. И на губах у меня сразу ощущение и перца, и мяты. Также этот бальзам уже начал давать соплюшки между губ. И это тоже ни разу не круто. Кстати, напишите, любите ли вы эффект плампинга или нет. Я нормально, в принципе, отношусь к пламперам, ну, типа, так. Губы действительно немного увеличились, их объем прибавился. Наверное, за счет объема вся эта штука начала выглядеть чуть лучше, и цвет как будто стал поадекватнее. Ну, короче, продукт на любителя. Ничего такого прям особенного я не увидела. Если я не ошибаюсь, MAC, по-моему, первые выпустили такие тающие помады, и все начали за ними потом повторять. Сама упаковка выглядит как у помады за 200 рублей с Алика, ничего тут люксового за 2000 я не вижу. Мне кажется, эта помада существует только ради того, чтобы снять какое-то хайповое видео в ТикТок. Ну, это, по крайней мере, если у вас много денег, и вам не жалко ради одного ролика уничтожить полностью всю помаду. Но как будто бы она как-то подстраивается к моим губам, может, немного привыкает. Короче, голубой оттенок выглядит интересно. А пока давайте нанесем консилер. И по советам в ТикТоке я взяла очень популярный консилер от Essence Camouflage. Он настолько популярный, что вчера мне написала подписчица и сказала: о, а не хочешь проверить такой консилер? Я слышала, что он типа топовый. Вообще у меня был консилер из этой линейки от Essence, но я его так и не попробовала, потому что я ошиблась с оттенком, причем очень сильно. Короче, практика показывает, что консилер прям всегда надо тестить. И обычно консилер в упаковке выглядит намного светлее, чем он сам внутри. У меня оттенок 020, называется Light Natural. Это очень плотный, бюджетный, водостойкий консилер. Вообще есть две линейки таких консилеров, есть матовые и есть сияние. Я решила попробовать сияние. Написано, что у него светоотражающая текстура, в принципе, я люблю подобное. И из-за витаминного комплекса этот консилер не должен сушить кожу. Консилер обладает каким-то легким, ненавязчивым, приятным ароматом. И буду наносить его по своей схеме. Ой, какой он плотный. И на носу у меня тут сосуды всегда, надо их тоже перекрыть. Так, еще немного консилера сюда, сюда. И остатки растушую потом на веко. Так, ну оттенок действительно светлый, хотя бы на этот раз мне этот консилер подходит. Мне кажется, такой консилер не особо за счет своей плотности подойдет, когда наносишь его утром без макияжа. Я бы даже сказала, что для меня он какой-то слишком белый. Что ж, белый консилер меня превратил сегодня в полную трупятину. Мешочек он, в принципе, перекрыл, хотя он все равно у меня всегда заметен. Но за счет такого слишком светлого оттенка он на мне выглядит немного странно. Вроде он норм, вроде он перекрывает что-то, не сказать, что прям супер до конца перекрывает, хотя он очень плотный. В принципе, я думаю, я буду его использовать, потому что за 300 рублей это просто топ. И, в принципе, за такую цену я понимаю, почему это настолько популярный продукт. Хотя от Catrice линейка тоже камуфляж мне понравилась чуть больше. Хочу добавить в этот макияж немного румянца, поэтому я взяла супер популярные желейные румяна, которые также работают как тинт для губ. Тоже видела с этими румянами просто миллион роликов, где некоторые блогеры их даже едят. Зачем есть румяна, я не знаю, ну ладно. И я взяла оттенок номер 3, красный. Обошлись мне эти румяна где-то в 200 рублей, тоже есть на всех сайтах типа Wildberries, AliExpress, Temu. И просто, если сравнить их с упаковкой от MAC, то как будто это какие-то продукты из одной линейки. Здесь тоже цветной глянцевый пластик, цветная печать. Только это стоит 200, а вот это больше 2000. Внутри есть специальный колпачок, который защищает желейную часть. Сами румяна действительно выглядят как желе или мармелад, и мне прям... Я хотела сказать, что мне прям захотелось их потрогать и съесть, но в итоге у меня просто целиком оттуда румяна вывалились. О, все пальцы у меня в какой-то красной яркой хрени. Она еще застывает и не тушуется, ну пипец вообще какой-то. Да, думаю, до конца их не стоит выдвигать, так же, как эту помаду от MAC. Пахнет каким-то мылом, так что я не знаю, насколько я хочу это пробовать на вкус.
Почему так нормально? Почему у меня на руках какие-то яркие красные пятна, а в зоне румян у меня просто идеальный румянец получился? Чего? Просто как это работает? Он как будто совсем по чуть-чуть наносится, совсем по чуть-чуть тушуется сам за счет вот этой желейной штуки. Слушайте, неожиданно и прикольно. Румяна достаточно быстро застывают, но в принципе есть время их растушевать. Слушайте, а прикольные румяна, я прям очень боялась их брать. Когда ты их наносишь вот так вот, то эта желейная штучка, она абсолютно никак не деформируется. Она вот так же осталась новой и блестящей, и тут я ее проковыряла уже ногтем. Но если я вот так проковыряю, то оттуда сразу полезет вот эта красная жидкость, которая как тинт. Потому что эта штука, она служит, скорее всего, как просто дозатор для пигмента. Ну, короче, формат очень прикольный и интересный. Возможно, дальше пользоваться буду. На вкус вообще ни хрена не приятно. Не знаю, зачем все блогеры его жрут. Я тоже сожру. Ну, типа... у меня все руки уже в этой хрени. Кстати, консилер на нижнем веке очень жестко скатался в складочках и подчеркнул все морщинки. Также подчеркнулись морщинки здесь. И остался след от моего пальца. Прекрасно. Что ж, самое время перейти к макияжу глаз, который сегодня будет очень яркий. Потому что у нас с вами на обзоре еще один хит продаж, который имеется практически у каждого мейкапера. Это палетка Bright Matte от Beauty Bay. Уже много лет эта палетка на пике популярности. Ей пользуются топовые визажисты, бьюти-блогеры и просто любители яркого макияжа. И я сама очень давно мечтала о такой палетке, потому что, во-первых, я очень люблю матовые оттенки, а их здесь целых 42. Ну и во-вторых, я люблю цветные оттенки, которых здесь просто вот огромное количество. Вообще, отзывы на эту палетку немного неоднозначные, потому что, как я поняла, качество палетки зависит от выпуска, и в каких-то партиях оно может быть не очень, то есть тут как повезет. К тому же, несмотря на популярность всех этих палеток от Beauty Bay, когда я снимала обзор на курс Наталины, она пользовалась подобной палеткой от Beauty Bay, и там синие оттенки очень сильно сыпались прям модели на лицо. Разумеется, мне стало интересно, что же это за супер популярная такая палетка, которой пользуются все визажисты, которая еще при этом сыпется. Как я уже сказала, в этой палетке 42 оттенка, все они матовые, и стоила такая палетка где-то в районе 2000 рублей. Внутри палетки есть удобное и очень большое зеркало, да и сама палетка, кстати, очень тяжелая, я уже прям подустала ее держать. Круто, что в этой палетке есть просто все. Черные, серые, коричневые, бежевые, белые, чтобы растушевать, высветлить или затемнить. А также все самые яркие градиенты от светлого к темному. Это крутой вариант палетки, которую, я считаю, можно взять просто каждому, который занимается мейкапом и вообще больше не парится ни о каких палетках и ярких тенях. Это база. Я люблю матовые тени, потому что всякие сияшки в палетках всегда можно чем-то заменить, потому что есть глиттеры, жидкие тени, пигменты, какие-нибудь дуохромные однушки. А тут просто ничего лишнего, все матовые оттенки у тебя есть, а с сияшками уже разбирайся и используй, что хочешь. Я очень надеюсь, что для меня после сегодняшнего обзора эта палетка станет основной палеткой. Во-первых, я ожидала, что по формуле все тени будут одинаковые, но на самом деле нет, потому что пигментация у разных оттенков разная. Есть какие-то более прозрачные, более легкие, есть совсем такие прям мощные, яркие. И некоторые оттенки есть, которые сильно сыпятся и ведут себя как мел. Вот эти все три оранжевых на сводчах выглядели просто одинаково. Вот в этом ряду некоторые оттенки, они как будто бы немножко сатиновые. И посмотрите, что стало с палеткой, насколько посыпались некоторые оттенки. А что у нас с голубыми и с фиолетовыми оттенками, я действительно не понимаю. Потому что я вижу просто какой-то мел. Также мне не хватило совсем светлых пастельных оттенков, потому что тоже тут и оранжевые похожи, и розовые многие друг на друга похожи. Хотелось бы что-то прям совсем такого еще разбеленного, и было бы тогда норм. Что ж, я попробую использовать как можно больше теней и сделать два одинаковых по форме, но немного разных по цветам макияжа. Будем сегодня делать красивые цветные растяжки. Обычно самые проблемные оттенки, по моему опыту, это белые, желтые, фиолетовые и темно-синие. Окей, погнали, начну макияж с белого оттенка. Я смотрела, кому-то белый оттенок прям очень нравится, хотя подождите, мне он тоже очень нравится. Теперь я возьму вот такой лиловый, лавандовый, перемешаю с белым. Теперь, давайте какой-нибудь такой розовый возьмем. Затем красный.
И увожу все в самый яркий красный оттенок. Как видите, я пока делаю макияж одной кистью, и получается все очень даже норм. И теперь красный буду оттушевывать наверх сначала оранжевым. И теперь эту границу также подтушую желтым. Блин, на камере выглядит очень ярко. Теперь возьму телесный оттеночек и чистую кисть и подрастушую границы. Я очень быстро сделала такой макияж, и мне очень понравились тени в плане нанесения, в плане тушевки. И пока что проблемы, которые я видела в этой палетке во время того, когда делала сводчи, сейчас я их не особо замечаю. Итак, здесь начну с желтого. Нанесу его во внутренний уголок глаза. Желтый, кстати, тоже очень хорош, даже без подложки. Так, теперь добавляю оранжевый. Затем вот этот непонятный красно-розовый оттенок. И ухожу в самый яркий розовый. Ох, как же он сильно сыпется. Кстати, пока что тени не сыпались вообще. Он на коже выглядел очень ярким, но на глазу какой-то он полупрозрачный. Дальше хочу попробовать какие-нибудь фиолетовые. Я бы даже, наверное, взяла вот такой. И тут уже у нас начало все сильно сыпаться. Хочу еще между розовым и фиолетовым добавить какой-нибудь переходный оттенок, например, вот этот. Давайте еще попробую совсем темный фиолетовый. У него такое еще название презентабельное, Drama Queen. И вот сюда в краешек добавлю самый темный синий. И как-то мне захотелось синим, настолько он красивый, затемнить немного еще и складку века. Очень красивый оттенок, очень хорошо ложится. Теперь темно-синий растушую каким-нибудь, наверное, бирюзовым. И буду потихонечку уходить в зеленый. Вот, наверное, возьму вот этот странный травянистый, растушую его из желтого. И вот этот добавлю в самую середину. И теперь снова беру чистую пушистую кисточку, телесный оттенок и начинаю все это дело растушевывать. И что-то мне еще захотелось какой-нибудь светло-сиреневый оттенок добавить вот сюда, чтобы тоже эту границу растушевать, сделать ее более плавной. Ну, кстати, я очень приятно довольна, потому что с этими тенями мне понравилось работать. Даже без подложки цвета просто невероятно яркие и красивые. Ну и да, есть, конечно, яркие оттенки, есть не такие яркие оттенки, но они хороши для растушевки, и в принципе все в этой палетке логично. Чуть-чуть у меня осыпали синие и фиолетовые, но в принципе тоже все окей. Для меня главный критерий, когда макияж получается быстро. То есть у меня не было никаких проблем, чтобы тушевать там 100 лет по одному месту. Короче, палетки от Beauty Bay я ставлю лайк. Да, можно было лучше, есть к чему стремиться, но, наверное, 8 или 9 из 10 я готова ей поставить. Потому что в плане макияжа эта палетка очень хороша. Ну и к такому ядреному макияжу просто необходимо добавить хайлайтер. Вы меня, конечно, извиняйте, у меня сегодня не будет прям какого-то супер красивого макияжа, где все так гармонично, потому что все продукты, которые я заказала, они достаточно разные, и все оттенки продуктов могут не подходить друг другу. Если вы смотрите мои ролики, вы знаете мою любовь к цветным хайлайтерам, особенно к различным голубым. Я увидела невероятно крутой хайлайтер в ТикТоке от бренда SheGlam, который дает просто фантастическое голубое свечение. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ведь очень скоро, скорее всего на следующей неделе, у меня выйдет большой обзор новой коллекции SheGlam с Риком и Морти, да. И я вам очень советую это посмотреть, потому что я была реально впечатлена увиденным. Но это все через неделю, а пока у нас хайлайтер из базовой линейки SheGlam. Если что, SheGlam это косметика, представленная в интернет-магазине Shein, где шмотки всякие дешевые. И косметика у них там тоже достаточно дешевая. И этот хайлайтер называется Lunar Glow, и он пришел вот в такой классной, симпатичной коробочке. Этот хайлайтер обошелся мне где-то в 5-6 евро. И за такой прайс я прям удивлена такой красивой подаче и упаковке. Хайлайтер с двух сторон был упакован вот в такую специальную губку по его форме. И сам хайлайтер выглядит вот так, в форме летающей тарелки. Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. Здесь очень милый язычок, на котором написано, куда следует идти на посадку. И за этот язычок
хайлайтер открывается. Вау, ну это просто топовая подача. И на самом хайлайтере изображение лунных кратеров. Закрывается она на магнит. Тут и пластик прям такой добротный, и сам продукт интересный, креативный, красивый. Хайлайтер за 600 и помада от MAC за 3000. Алло. Девушка на видео наносила его прямо из упаковки на скулы, поэтому я буду делать так же. Так, ну, свечение, конечно, есть. Нанос сверху. Ой, что-то я переборщила. Так, давайте под бровь немного добавим. И над верхней губой. Ну, хайлайтер выглядит действительно классно. Но, к сожалению, в ролике нас все равно немного наебали, потому что, по сути, это самый обычный голубой хайлайтер, которых у меня достаточно много, и они себя все ведут примерно одинаково. Вот так. Хороший, да. Дешевый, да. И что-то такого сверх в этом хайлайтере, ну, кроме дизайна, я не вижу. У меня просто какая-то сводчевая болезнь, и все пальцы от сводчи уже посинели, и они никак не отмываются. И на ресницы я нанесу тушь, и да, это та самая тушь, которую просто невозможно найти ни в одном магазине. Потому что именно на этот оттенок туши пошел такой огромный хайп. Это тушь от Maybelline Sky High в оттенке Burgundy Haze. Это темный, благородный, винный, красно-коричневый оттенок. И у меня такое ощущение, что никогда цветная тушь не была настолько популярной. Пришлось за ним побегать, и мне повезло, в одном из магазинов я тупо урвала самый последний, вот серьезно. Значит, наверное, такой хайп должен быть чем-то оправдан. Тушь идет в такой бордовой упаковке и действительно имеет винный оттенок и такую интересную щеточку в форме конуса. И щеточка силиконовая. К сожалению, эта тушь попахивает косметикой из перехода, но нам не привыкать. В принципе, нам же важен не запах, а сам результат. Ну, погнали. Так, ну эта тушь, она действительно какая-то нереальная. Во-первых, как мне кажется, такая тушь подойдет просто абсолютно под любой макияж. Она очень круто разделяет ресницы, придает объем и удлиняет их. У туши просто безумно удобная щеточка, которой классно прокрашивать и нижние ресницы, и верхние ресницы. И в плане нанесения, наверное, это одна из вообще самых лучших цветных тушей в моей жизни. Ресницы она не склеивает, не оставляет комочков. Короче, тушь просто топ, и мне прям стало интересно попробовать синюю из этой коллекции. На ресницах он выглядит прям такой темно-темно-коричневый. И, скорее всего, оттенок туши будет максимально раскрываться на солнце. Глаза эта тушь, как другие цветные туши, не уменьшает, потому что она достаточно темная. И мне кажется, что такой оттенок, он подходит практически всем, потому что не все носят цветную тушь, но тут настолько это базово и дорого выглядит, что даже для тех, кто уходит на нюдики, такая тушь будет идеальным вариантом для экспериментов. В тот случай, когда я спросила своего мужа, какой у меня цвет ресниц, и он сказал, ну, черные. В смысле черные? Он что, охренел? Я за этой тушью по всему городу бегала. Тушь очень стойкая, при этом еще и водостойкая. Проверим еще в конце видео эту тушь на стойкость максимально. Узнаю, как она продержится в течение дня, но пока по ощущениям это просто 10 из 10. Для макияжа губ я решила попробовать также не менее сложную в поиске помаду. Это помада от бренда Clinique Black Honey, о которой сейчас тоже говорят из каждого утюга. Тоже на нее везде sold out. Мне подруга говорила, что у них вообще тестеры тырят. Black Honey — это полупрозрачный увлажняющий бальзам-помада для губ. В соцсетях это позиционируется как невероятная инновационная помада, которая идет всем и подстраивается под оттенок губ, раскрывая ваш оттенок губ по-особенному. То есть на каждом эта помада раскрывается немного по-разному. Эта помада стала настолько популярной после того, как актриса Эмилия Кларк рассказала, что именно эту помаду использовали в сериале «Игра престолов». Ну ладно, давайте начнем с упаковки, и тут у меня какой-то большой диссонанс. Помаду упаковали в какую-то самую обычную милую на вид коробочку с какими-то нарисованными цветными цветами, ягодами. И сама помада выглядит вот так. Почему? Она выглядит как-то максимально футуристично, ну и, как мне кажется, ни к листикам, ни к этой замечательной красивой природе такая упаковка вообще никакого отношения не имеет. Ну, короче, это вообще как-то все вместе настолько разное по идее, и оно вообще ни разу не выглядит как какая-то люксовая помада. Когда я узнала про эту помаду, я думала, что она действительно черная, и она как-то на губах раскрывается красным или каким-то другим оттенком, но нет, в принципе, она как по цвету, так и на руке выглядит точно так же. То есть по оттенку вообще как-то ничего особенного, какой-то непонятный красноватый цвет.
Вот так в сравнении помада выглядит на моих губах. Но прикольно, издалека такой немного красно-кровавый темный оттенок. Что-то такое действительно интересное, необычное и киношное. Но цвет у помады сам по себе какой-то невнятный. Как обычно, со всеми такими помадами у меня начинаются проблемы с контуром. По ощущениям, помада очень приятная, действительно хорошо увлажняет губы. Помада действительно не липкая, но при этом не особо-то она и стойкая. То есть, в принципе, эта помада нормально смотрится, когда я ее наношу как бальзам и просто с этой помадой иду куда-то без макияжа. Но какой-нибудь полный красивый макияж, мне кажется, такая помада может испортить. Губы с ней выглядят как будто бы недоделанными. К сожалению, на губах она выглядит очень неравномерно, и я бы не сказала, что она делает губы красивыми. Где-то помада забивается в складочки, в каких-то местах она наоборот оставляет проплешины. И также эта помада подчеркивает все шелушения на губах. Ну короче, странная вещь, не поняла я такого хайпа. Проверю ее на стойкость в конце видео. Еще одна вирусная находка от Maybelline — это нереальная помада под названием Super Stay Vinyl Ink. Это просто невероятная помада, о которой, я думаю, мы все всегда мечтали. Это типа как матовая помада с плотным покрытием и глянцевым финишем. То есть она выглядит как блеск на губах, но она не отпечатывается и не оставляет следов. И при этом у нее все еще остается глянцевый финиш. Казалось бы, как такое возможно, сейчас будем проверять. Самый вирусный оттенок помады называется Чики. Якобы он всем подходит, и это прям максимальный хит. Но в коллекции представлено настолько много разных необычных прикольных оттенков, и я все же под себя решила взять что-то менее банальное. Поэтому я взяла оттенок номер 40 Витя. Витя, задумайся, перестань бухать. Это такой темно-розово-фиолетовый цвет. Тут уже как бы я не могу придраться к упаковке, потому что все это выглядит действительно стильно и дорого. Внутри помады обычный вот такой немного изогнутый аппликатор. Очень вкусно от нее пахнет ванилью. Блин, я забыла, что ее надо еще встряхнуть перед этим. Так, ну оттенок просто невероятно красивый. Мне кажется, он мне очень идет. Ну, не с этим макияжем, хотя с этим, в принципе, тоже сойдет. Ну, короче, оттенок просто пушка. Во-вторых, сама помада очень пигментированная, то есть она полностью перекрыла мои губы, без проплешин и за один слой. У помады очень удобный аппликатор, который позволяет рисовать идеальную границу. Теперь давайте проверять, действительно ли она kiss-proof, как нам обещали. Так, беру чистую руку. Ну, окей, совсем немного отпечатки остались. Вот так вот пальчиками пройтись. Мизинцы чистые, отлично. И также помада абсолютно никак не смазывается, что тоже круто. Я в шоке от того, что я вижу. Такого результата я максимально не ожидала, потому что я просто обожаю стойкие помады. И здесь нам ни разу TikTok не соврал, потому что это просто какая-то легендарная формула. И особенно круто, что эта помада уже из масс-маркет сегмента, по стоимости она около 1000 рублей. Эта помада абсолютно не сушит губы, то есть у меня такое ощущение, что у меня действительно на губах нанесен какой-то блеск. И этой помаде я тоже ставлю 10 из 10. И в конце ждите тоже проверку этой помады на стойкость. Я как-то никогда намеренно не пользовалась продуктами от Maybelline, ну что-то там рандомно у меня было. Думаю, что надо потом еще будет присмотреться к этому бренду. Ну, разумеется, под волосы с блестками нужно и тушь с блестками, ну а о чем мы тут сидим? И я все больше и больше вижу подобные рекламы, и все больше с каждым разом производится новой блестящей продукции для ресниц от совершенно разных брендов, в совершенно разных ценовых сегментах. Я решила взять блестящую серебряную тушь от бренда Soda. У них есть тушь в 3 оттенках, это серебряный, золотой и голографический розово-зеленый. Мне сейчас вспоминается, что когда-то уже был подобный тренд на блестки на ресницах, но как-то он достаточно быстро прошел и не особо как-то все его поняли. Сейчас этот тренд снова пытается вернуться, посмотрим, приживется ли он в этот раз. Тушь от Soda стоимостью 500 рублей, в милом прикольном флаконе с лапками, обладает каким-то прикольным кислым цветочным ароматом. Очень приятно, что тушь не воняет. И на конце у туши самая обычная пластиковая щеточка. Вообще, я уже делала большой обзор на новинки от Соды, и там как раз очень много тестировала вот эти все 3 туши. К сожалению, эта тушь практически незаметная в обычной жизни, и это не проблема никак туши от Сода, это просто хороший маркетинг. Эта тушь достаточно сильно склеивает ресницы, она не добавляет им никакого объема, и как будто бы после этой туши мои ресницы стали еще более короткие, но, к сожалению, в обычной жизни это выглядит не так эффектно. И здесь так же, как у нас было с хайлайтом
метром от Чиглэма на видео очень сильно влияет свет и постановка этого света. Ну, короче, для тех, кто хочет каких-то легких, прикольных экспериментов, почему нет? Для тех, кто хотел чего-то прям невероятно космического и огромных таких блестящих звездных ресничек, увы, это настолько круто не работает. И последние два продукта это тоже помады. Во-первых, это помада от люксового китайского бренда Girl Cult. И эта помада сейчас просто везде. И, в принципе, я понимаю, почему такая помада настолько популярная, потому что вы только посмотрите на нее. Это просто нереальная коричневая помада с огромным количеством блесток. Ну, в общем, это выглядит все настолько сказочно, и мне кажется, что настолько большая вероятность, что это все фуфло и нас опять наебали. Помада обошлась мне где-то в 20 евро, то есть 2000 рублей, что для китайской косметики с AliExpress достаточно большой прайс. Помада пришла вот в такой красивой коробке, и в этом кейсе лежит наша помада. Ой, и, кстати, сама помада просто не менее круто выглядит. Почему-то мне это напоминает какую-то элитную зажигалку. Сам флакон черный, при этом полупрозрачный. Крышка от помады это вообще произведение искусства, как будто это какие-то там камни, какие-то породы горные. В общем, все это настолько красиво, что давайте посмотрим снова на помаду от MAC и от Clinique. Я, конечно, все понимаю, но вот на мой вкус, когда я покупаю косметику за 2-3 тысячи рублей, вот она так должна выглядеть, а не вот так. И у этой помады такой изогнутый немного аппликатор. Такой же аппликатор, по-моему, был у помады от Maybelline. Сама по себе помада имеет такую холодную коричневую основу, которая со временем как будто бы чуть ярче проявляется. И там действительно просто огромное количество до огромных блесток. Помада очень круто на себя же наслаивается, то есть можно сделать такой легкий эффект, можно сделать прям кучу блесток, как у меня сейчас, и выглядит это просто потрясающе. Я когда ее заказывала, никак не ожидала такого результата, то есть нам в соцсетях не врали, и теперь я понимаю, почему про эту помаду у меня везде просто во всех соцсетях столько много контента. А еще сейчас случится магия. Ничего, абсолютно, ни одной блесточки. Она kiss-proof тоже. Помада, которая выглядит как блеск с огромной кучей блесток и при этом еще kiss-proof. Сначала идет вот этот серо-коричневый тинт, затем слой блесток и сверху слой прозрачного блеска. Я в восторге от того, что я вижу, на губах это выглядит потрясающе, ощущается это на губах тоже потрясающе, потому что нету никакого абсолютно эффекта стянутости. И я считаю, что это просто одна из самых крутых сейчас помад в моей коллекции. Она еще и губы увлажняет, вы понимаете? Очень часто сейчас вот эту помаду от Girl Cult сравнивают с помадой от MAC, которая уже давным-давно ушла из продажи и была на рынке, по-моему, году в 2016 или 2018. Но сейчас все вдруг о ней вспомнили, потому что это тоже что-то такое в тренде, блестящее, странное, доохромное. Но вообще это, кстати, прикольно, когда в тренд вылезает что-то, что уже давно не продается, и то, что осталось только у немногих, и это уже считается, наверное, как какой-то коллекционный продукт. И вы не поверите, эта помада от MAC у меня есть. Да, из тех времен, да, она уже, вероятно, просрочена, но пахнет, я не знаю, по-моему, она также пахла изначально. Такая бабушкинская отдушка немного. Помню, как я за ней тогда гонялась, как я копила на нее деньги. Короче, об этой помаде я мечтала где-то пару лет, и, как оказалось, зря. Это помада в оттенке On and On, в самой обычной упаковке от MAC, и вот так выглядит сама помада. По-моему, это тоже что-то просто невероятное, голографическое. И эта помада имеет красно-кирпично-коричневую составляющую, и в ней есть вот такие красивые блестки. Казалось бы, на первый взгляд весьма похоже, но вообще-то нет. Если сейчас я могу вот так вот вытереть рот, и у меня на руке ничего не будет, помада от MAC вообще не застывает и смазывается сразу же. Вот так помада от MAC выглядит на губах, и, как по мне, это какой-то полный трэш, потому что помада абсолютно нестойкая. Все, вот здесь вся моя помада осталась, и вокруг губ она размазалась. Помада выглядит грязной, использовать ее лучше только с карандашом. Блестки от нее остаются везде и по всему лицу. Я помню, я как-то раз с этой помадой ела суп. На губах у меня ничего не осталось, но зато в супе плавали вместе со сметаной мои блестки. Это, конечно, был вообще прикол. Стоила эта помада, по-моему, больше 2000 рублей. И, наверное, это одна из тех помад, которой я была больше всего разочарована.
Проверка на стойкость. Что ж, я немного поела, с моими губами стало что-то странное. Одна губа немного отпечаталась на подбородке, и с подбородка переняла немного пудры и тона. Верхняя губа просто идеально осталась без изменений. Если бы, наверное, эта губа не касалась подбородка, то с ними было бы все просто идеально. Вообще прикольно, да, если не жрать что-то прям большое, то помада будет держаться, я думаю, полдня точно. В принципе, помада Gel Cult за несколько часов тоже неплохо сохранилась. Теперь я хочу проверить, как будет держаться помада от Clinique Black Honey. Вот так мои губы выглядят сейчас, посмотрим, что с ними останется через полдня. Также на все лицо я нанесла пудру Cosmeceutic, но тон лица у меня сейчас выглядит шикарно, даже без тонального крема. Ну и осталось нанести тушь от Maybelline Sky High, и пока что все выглядит очень даже нормально. Если что, вот это время, которое сейчас, 8 утра. Итак, время практически 5 вечера, поэтому смотрим, что осталось от макияжа. С пудрой, в принципе, все очень даже хорошо. Да, появился небольшой блеск, но он вполне естественный. Пудра все еще незаметна на лице, но при этом раздражений не особо видно. С тушью тоже все окей. Чуть-чуть там, может, пара крошечек осыпалась. С губами, ну, их практически не осталось. В принципе, это нормально, учитывая то, что я ела и пила. Но все же за такие деньги я чего-то прям особенного не увидела. Ну что, как говорится, доверяй рекламе из ТикТока, но проверяй. И мне было безумно интересно затестить все эти продукты. Я рада, что нашла для себя всякие действительно стоящие штуки, но также я не рада, что кучу денег я просрала на всякие беспонтовые люксовые штуки, которые, к сожалению, оказались вообще ни разу не интересными. Развел меня ТикТок или нет, решать вам. А какую еще хайповую косметику проверить, пишите в комментариях.